Всем привет, с вами Пиксел, мы продолжаем играть в игру под названием Зубы. И сегодня, ребятки, мы будем играть за пингвина в фазе с феромонами, но об этом чуть попозже. Начнем с новостей. Итак, вы видите сейчас на экране у себя скриншоты. Это победители конкурса, в котором нужно было расположить как можно больше персонажей в пещере. Да, вот такие вот офигенные ребята оказались у нас в игре. То есть почти фулл персонажи в бою сложном расположились в пещере. Как вам? Нормально? Хотя, может быть, это просто 4 сквада, которые вместе зашли. В общем, у кого какие варианты, пишите. Это первая новость. Вторая новость. У нас вышло обновление 3.28, да? Вот, смотрите, видите, 3.28. Там, кстати, в смайликах, если еще не убрали, есть небольшой спойлер, поэтому, кто хочет, заходите, посмотрите. Спойлер, как говорится, показывать не буду, но кому интересно, вперед. Также, ребятки, у нас там сейчас есть акция, сейчас вам ее покажу. Итак, вот так эта акция выглядит. Это акция «Играй на Доне». Типа одно убийство, 1 очко. Один матч победный 5 очков. И получи Эдну 100 очков. Для чего эти очки вообще? Что это значит? Набирает суммарно 1 миллион очков. Это, я так понимаю, в течение недели. И каждый, у кого есть Эдна, получает 250 гемов. Ну, вот такой типа бонус для всех, у кого есть Эдна. Звучит прикольно, но непонятно. И, кстати, тут написано минимум, чтобы получить награду, нужно набрать 5 очков. Минимум. То есть нужно минимум 5 киллов сделать за Эдну. Но об этом тоже поговорим. В общем, ребятки, что у меня получилось? Сейчас вам покажу. Вчера я открыл случайно легендарный сундук. Ну как случайно? Я листал почту личную, да, и у меня там оказался легендарный сундук старый за какой-то из конкурсов. Я уже не помню. Я его, наверное, для золотой лихорадки оставлял. И как вы думаете, что мне выпало? Выпала Эдна. 405 жетонов на Эдну выпало. Теперь мы ее сможем прокачать достаточно неплохо, но до 12 уровня это все равно не хватит, конечно, но все равно будет, я думаю, 11-10 как минимум. И еще помимо этого, вчера еще была акция на сброс, я ради этого ее, открывал легендарный сундук, и помимо акции мне выпали еще феромоны на пингвина. Вот такие вот дела, вот такое вот везение у меня вчера прям раз в году, как говорится, сработало. Феромоны 5 уровня, вот они, радиус 6, 2,2 метра. Будем сегодня смотреть на пингвине эти прекрасные феромончики. Ну и погнали в боец. Сложно я что-то не хочу, пингвинам там такая душнина будет, а вот в командных будет норм. Правда, думаю я по поводу того, чтобы заменить гранату тройную на что-нибудь уровня дефибриллятора, но феромоны пока не позволяют, к сожалению. Я, кстати, думал по поводу прокачки пингвина. Наверное, скоро будем эту штучку мутить. Может быть, в каком-нибудь из следующих видео будем качать пингвина на следующий уровень, ну потому что ему теперь нужен уровень пожестче. Итак, как видите, вот феромоны работают, в принципе, нормально. Опять же, у пингвина это вариант очень хороший, потому что, когда к пингвину кто-то подходит, он нажимает активный навык, и этот человек уже, противник, да, стоит и не двигается. Кого они там нашли? Лук нашли, отлично. А мы противников нашли, да? И тут лук. Логично. И, в общем, к чему я это говорю? Когда к пингвину кто-то подходит убивать его, то, да, феромоны используются и норм. Вот вы видели сейчас, как я круто использовал феромоны, в скобочках, конечно, круто. Как, что так лагает? Я что-то не понимаю. Странно, очень странно. Вроде не должно ничего такого лагать. Ладно, давайте пойдем нагибать, а то как-то я за лагами тут совсем забыл, что происходит. Попробуем сейчас не дать им залутать аптечки. Тоника добьем. Да блин, хватит мне душить акул. Слышь? Не достал я до акула, к сожалению. Так, нужно уплывать сейчас. Так, акулу я убиваю. Панду сейчас будем резать. Быренько. Быренько резнем. Так, нужно этого Тони убить. Да. Ай, короче. Я из этих лагов, пока пытался их починить. Ой, ладно, как всегда. Вот что зубы начинают лагать в самый неподходящий момент? Вот я не понимаю этого прикола. Я еще и промахнулся. Вы видели, как я промахнулся? Это просто бред был полный. И моя команда О боже. О боже, орел с трубкой. И ботинком. О боже. Да, не повезло. Не повезло немножко. Ну бывает что. Я к чему вел всю эту штуку? А к тому, что пингвин в фазе, он способен, когда на него нападают, опять же, да? Нажать просто кнопку, и феромоны застанет противника на 2 секунды. А в этот момент можно кинуть в противника фулл урон и уйти красиво. Ну, либо просто уйти, а потом раскидать фулл урон. То есть, это очень выгодно. Ни один ближник, получается, не догонит фазика. Ну, по логике, да? Но у нас логика в игре немножко такая себе, страдающая, поэтому... Сами понимаете, да? Что будет по логике. Так, феромончики используем, красивенько нагибаем. Проблема то, что у нас сквад убежал вниз.
Нужно к ним бежать, к этим гениям. Ох уж эти гении. Легендарный дроп залутали, молодцы, молодцы. Легендарный дроп. Так, надо хотя бы залутать немного здесь всего. Но тяжело сейчас будет играть, потому что аптечек нету, а я пингвин. Вы видите, да? Один шот от фламингоса 9 уровня. Ну, я, ладно, потом расскажу. От 9 уровня, и все, как бы, и минус лицо у пингвина. Я, кстати, недавно дрался с своим пингвином, получается. Да, своим пингвином против 9-го пингвина. Угадайте, кто победил? Конечно, 9-й. Почему? Потому что у него урон выше. Нормально? Баланс? Вот и я о том же, ребятки. Серьезно. А все, я минус я. Кстати, заметьте, где моя команда сейчас. Видите, да? Я ничего с этим сделать не могу. Это как бы потеря потерь. Хорошо, что Никс адекватный. Змея умирает. А мы ее спасти не можем, потому что у нас больные 2 игрока в команде. Ну, в принципе, это было очевидно, когда они убежали за легендарным ботом сразу же. Я не знаю, что делать. У меня почти закончилась хпшка. Хамелеон погиб. Ну, вы видите, да, какие больные? Просто больные в команде. Вот я же говорю, Никс один адекватный был, который со мной остался. И все. Ну что, остается вариантов не особо много, поэтому просто будем бегать. ХПшка у меня есть одна. Я похилюсь сейчас, как много хилит, да, заметьте. Аж целую половину. Почти половину. Так, я пойду за копьем, Никс пойдет за луком, скорее всего. Лук мне тоже достанет. Да, лутай. Мне сейчас нужно постоянно пингвином быть в движении, потому что когда я становлюсь, я смогу использовать активный навык. Так, вот противники здесь бегают, кстати, в большом количестве. Не получается мне шотнуть, к сожалению. Блин. Я не смогу его спасти, наверное. Хотя. Нет, не успел. Ну, что я могу сказать? Вот такие вот дела. Прекрасные 2 боя. Нужен ли пингвину феромоны? Да, нужны, в принципе, но, как видите, их использовать практически нереально, потому что у тебя команды самые прекрасные в мире, да, как обычно. Ну, может быть, сейчас повезет, и будет нормальная команда, и получится использовать феромоны в адекватном бою. Ай, да, сейчас бы нормальную команду, которая не убегает, не умирает. Держится вместе, да, слишком сложно. Еще и кнопки нажимать я хочу, да. Там же целых 3 кнопки. Ну ладно, 4 еще можно аптечку нажать иногда. А еще активный навык. О, целых 5 кнопок. Так-то мощно, да? Не все на это способны. Кстати, было бы прикольно, если бы феромоны давали какой-то бонус своей команде. Ну, хотя бы скорость там, не знаю. Что-нибудь бонусное. Было бы ок. Так, ну ладно, лутают эти ребята прекрасно. И надо бежать к этим гениям тоже, которые уже от нас бежали. Вопрос зачем, непонятно, но сбежали. Хотя у них тоже есть золотая граната, дробовичок. О, легендарный дропа нашли. Хорошо. Хорошо сбежали. Правильно. Не отдадут мне, скорее всего. Ну, конечно, акулу нужнее, хотя... Ну ладно, плюс-минус акулы еще ладно. Хотя, если у него есть кассетная бомба только. Если нет, то это беспонтовая штука. Будет очевидно. Так, надо шотать, сейчас бахать. Бака спасать. Этих отбрасывать, гениев. Ну вот они не успели даже до меня добежать. Это проблема. Но у них. У меня нет проблем. Ну ладно, пока нормально. Сейчас глянем, что у нас акул могет. Или не могет. Ну-ка, акул, давай, покажи, что ты могешь. Есть кассетная бомба? Блин, как-то я не вовремя использовал активный навык только что. Откуда вообще здесь... А, он в бочке сидел. Понимаете, он... Ай, в бочке сидел. Какой гений. А, кстати, я могу использовать сейчас активный навык. Если на меня кто-то нападет, сразу кинуть, получается, стан с феромонов и получить преимущество. Но, блин, какой же пингвин фазистский медленный. А ну-ка, давайте спустимся на воду, ускоримся. И ускорение будет действовать здесь. О, отлично. Мне даже активный навык не надо нажимать. Кайф. А буст получается. Теперь можно быстро перемещаться, и за счет этого можно быстро подойти к противнику и на неожиданности сыграть. Но противники почему-то умирают раньше, чем я к ним подхожу. Странно. Блин, а где же они все ходят-то? Почему не Яру бросили? Это Яра их бросила, непонятно. Очень странные противники. Очень. О, кто-то появился. Так, ну, закидываем пока что. Мне нужно играть на дистанцию, потому что, ну, я ж тут не смогу затащить соло, ясное дело. Так, бахаем, бахаем, бахаем.
Надо хоть как-то бахать, потому что я тут не способен дамажить это все. Вообще никак не способен. Так, резаем прекрасного друга. Лутаем аптечку и вперед. Бачок, я для тебя аптечку замотал. Давай это, дерись. Каким-то чудом получилось выжить. Ну, реально чудом. Хотя бака никто, кроме меня, вообще никто резал. В общем, что по итогу, ребят? Феромоны как-то не очень, откровенно. То есть, я вот пытался через бочку даже сыграть. Вообще ноль реакции. Были полностью бесполезны. Опять же, смотрите, сколько у нас дефибрилляторов в команде, да? Все-таки лучший дефибриллятор пока что пингвину, пока не будет 4-го слота. Даже думать феромонов не стоит. Ну а потом, возможно, они все-таки будут полезны. Хотя, опять же, есть более предметы пополезнее, как по мне. Те же, тот же ботинок, наверное, который даст просто пингвину нереальную скорость, которая в итоге окупится, наверное. Я так думаю, потому что местности у нас много, кустов много, а пингвин как бы двигается быстро достаточно, а будет еще двигаться быстрее. Но феромоны иногда против какого-нибудь ближника, вот у вас залетает акул, вы используете активный навык, он стоит в стане, вы уходите. Красиво, красиво. Вот интересно, что он делает и зачем? Под замедлением не очень летается, да? Красавчик. Именно так, не очень. Целый 1 килл я сделал. Ох, какой мощный, да? Ну тут опять же, вы видели замесы. Были очень такие посредственные, непонятные. Да, феромоны, конечно, та еще дичь для пингвина. Реализовать практически не получается. Все-таки не зря на него их не брал. Ну, выпали, значит, выпали, чего уж. Погнали еще один бой сыграем. Посмотрим феромоны, возможно, получится еще лучше бой. Хотя бы для реализации этого предмета. Возможно, у меня все-таки ворвется какой-то ближник, я смогу от него отыграть. Но опять же, пингвином всегда играешь на дальнюю дистанцию. И... Да, ну конечно, конечно. Ладно, неважно. И нету возможности прям использовать феромоны как надо. То есть ты всегда заранее должен уходить, это механика такая, поэтому это вот прям единичный такой конкретный случай, когда к тебе кто-то успеет подобраться раньше, чем ты это заметишь. Такие вот дела. Но это в кустах вот очень неплохо будет работать. И тому подобная штука. Так, ну чё? Противников нету, погнали. Феромоны как раз откатились, можно даже сейчас на кого-то напасть. Дерзко. Дерзко напасть и уничтожить. Так, залутались мы тут неплохо. Наш кенгуру там уже, Джейд там. Команда. Чем бы сказать? Так, был бот в кусте или нет? Или мне показалось, или что это было? Так, ну, жена Джейд у нас очень неадекватная, остальные более-менее. Сойдет, да? Пыщ. До свидания. Что-то какие-то опять лаги. Вот что за дичь, а? На пустом месте лагает. Просто на пустом. До свидания, друг. Что-то как-то друзья быстро закончились. Опа, акула застанил, отлично. Ага, стан не сработал. Нормально, нормально. То есть он прыгнул, а я в этот момент его застанил, и стан на него не прошел. Так, этот убежал? Нет? Бежит к нам? На тебе. Любитель. Ля-ля-ля, отомстил. Царь, царь. Во дворца. Ладно. Лутаемся, еще одна аптечка лишняя. Пока что побахаем на автоатаке, пока лутаемся. А теперь можно врываться. Тысяч. Парочку плюх сюда закидываем и врываемся. И капканчики ставим. И пошел замес. Жесткий замес. Пыщ. Феромончиками бахаем. До свидания. Да блин, что так больно? Вы что так откидываете? Офигеть, как они так откидывали? Жесть. Очень странно только что было. Я понимаю, один раз канистр геля откинул, а остальные 2 раза. Еще и с уроном. Так жестко. Ай, ладно. Победа есть победа, как говорится. Изи катка. Ну тут получилось хотя бы немного потестить феромоны. Ну, поиспользовать их, да? В бочку садимся и погнали искать последнего противника. Может быть, на него хотя бы получится реализовать феромончики. Ну как-то все равно странно. 2 секунды маловато. Очень мало. 2 секунды, радиус 6. Радиус еще более-менее, знаете, такой, ну, приемлемый. Можно хоть использовать. А вот 2 секунды стана, это, конечно, маловато. Но все равно это бонус. Так, где же наши противники? Эх, опять кто-то прячется. Наверное, в кустах вот здесь вот. Пойдемте их искать. Так, ну, там никого не оказалось. О, да куда ты, стой! Никс оставил. Прикольно. Неожиданно. Так, ну Никса добили. Еще Джей где-то бегает здесь.
Правда, где, непонятно. Ну и где этот Джейд? В этой бочке сидит, что ли, да? Нет, вот она. До свидания. Какая дерзкая Джейд прибежала к нам. Ну ладно, победа есть победа. Опять же, какие-то замесы очень странные. То либо команда твоя просто в нулевку сливается, либо что-то вот такое происходит, где ты даже нормально по-домашнему успеваешь. Еще и выиграть раунд с максимум убийств. Ну это вообще дико для пингвина. Но опять же, пингвин мощный. Просто нужен такой замес для него специфический, чтобы он себя смог реализовать. Ну вот такие вот дела, такие вот феромончики, ребятки. Такие вот новости, которые нас посетили сегодня. Опять же, ждем того, что завезут разработчики в обновление, потому что пока что инфы никакой нет. Такие вот дела. Это все. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.